Роки, поздоровайся со всеми. Покажи, что мы с тобой сегодня связали. А связали мы вот такую вот интересную сумочку, которая вяжется единым полотном из пряжи, которая называется полипропиленовый шнур. Он продается в любом хозяйственном магазине и стоит совершенно недорого. Конечно же, можно использовать и рафию, но она более дорогая и не всем, к сожалению, доступна, поэтому мы обходимся и такими вариантами. Вполне себе прочная, красивая, яркая и очень легко вяжется. У меня здесь ушло 3 моточка коричневой и неполный моточек оранжевый. Здесь у меня, кстати, оранжевая пряжа называется рукодельница. Вот. Я здесь вязала крючком номер 3,5 железным, потому что пластмассовый или деревянный крючок, конечно же, не справится с такой работой. Вот. Донышко здесь тоже вязаное. Оно вяжется сначала, а потом все остальное. В общем, сумочка очень прочная, яркая. И если вам понравилось, то вы тоже можете себе связать такую сумочку на лето. Дальше я в видео подробно показываю, как она вяжется. Ну все, всем приятного творчества. Я надеюсь, что вам понравится. Вязание начинаем с донышка. Я набрала здесь 24 воздушные петли плюс 4 воздушные петли на подъем и связала первый ряд филейными клетками, то есть столбик с накидом, воздушная петля, одну внизу пропускаем. У меня получилось 13 филейных клеток. Так я провязала на ту длину, которая мне нужна. Абсолютно любое может быть количество рядов в высоту, чтобы сделать донышко такой длины, которая нам нужна. И это я уже не буду говорить, это уже у каждого будет индивидуальная своя величина. Связав необходимое донышко, сейчас я скажу, сколько у меня получилось рядов: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 23 ряда у меня донышко. Так, и теперь я перехожу на вязание основного полотна корзинки. Перехожу, делаю 2 воздушные петли и перехожу на вязание по периметру столбиками с накидом. В каждую вот эту вот ячейку я свяжу 1 столбик, накид. Вот сюда между столбиками я тоже буду вязать 1 столбик, накид, ячейку 1 столбик, между столбиками 1 столбик. В общем, и так дальше я довяжу до конца этого ряда и покажу, как быть в уголках. Вот я дошла до конца этой стороны. Сейчас я сюда свяжу последний столбик, вот в столбик в этот последний. И здесь в углу я ничего не вяжу. Я сразу же перехожу то же самое, буду продолжать на следующей стороне. Вот подарочку я свяжу столбик с накидом. Между столбиками я свяжу столбик. Ну, в общем, в столбик я свяжу в столбик, потому что здесь ряды у нас вязание идут в другую сторону, и уголок этот должен загибаться. У нас уже он будет вот так вот загибаться. И так я буду вязать все стороны до конца. Должно уже получиться такая, как лодочка в конце, когда вы все это свяжете. Уголки должны все 4 быть вот так, они должны загнуться. Все, продолжаем вязание так со всех сторон. В общем, сразу же переходим, не вяжем в углу ничего, отсюда переходим сразу же на эту сторону.
Получается формирование вот такого вот уголка. Я закончила вязание вот этого сплошного ряда, смыкаюсь соединительной петлей и перехожу на вязание основного узора по длинной стороне. По длинной стороне в начале у нас будет 2 столбика с одним накидом. Начинаю я с 2 воздушных петель, которые заменят этот первый столбик. Дальше в следующий столбик я вяжу еще один столбик с одним накидом. 2 столбика. В конце ряда у нас тоже по длинной стороне должно быть 2 столбика. Дальше делаю 2 воздушные петли. 1, 2. Накид. 2 столбика внизу пропускаю, в третий вяжу элемент галочка. Столбик с накидом, воздушная и еще в этот же столбик с накидом. Далее 2 воздушные петли. Один, 2. И дальше снова 2 столбика пропускаю, в третий вяжу элемент галочка. Столбик с накидом, воздушная, сюда же столбик с накидом. Дальше снова 2 воздушные петли и так дальше до конца ряда. В конце ряда у нас должны быть 2 воздушные и 2 столбика с накидом. Вот смотрим внимательно, где эти 2 столбика должны быть. Они должны быть перед загибом. Вот эти 2 столбика последние. Вот. Продолжаем вязать вот таким узором. В конце ряда 2 воздушные и 2 столбика. Так, длинную сторону я закончила. У меня в конце 2 воздушные петли, 2 столбика. Вот. Дальше я перехожу на вязание короткой стороны. Здесь будет узор отличаться. Мы сразу же делаем накид на крючок, пропускаем здесь снизу 2 столбика. Третий столбик вяжу я этот же узор галочка, но уже предварительно не делаю никаких воздушных петель перед ним. Столбик с накидом, воздушная, сюда же столбик с накидом. Дальше я пропускаю снова, делаю накид, пропускаю 2 столбика внизу, с третий вяжу снова галочку, столбик с накидом, воздушная, сюда же столбик с накидом. Дальше накид, внизу 2 столбика пропускаем, в третий вяжем столбик с накидом, воздушная и сюда же столбик с накидом. Так, я довязываю до конца этой короткой стороны. Должно в конце остаться 2 петли или 2 столбика недовязанных, и будем переходить на следующую сторону, уже длинную. Все, короткую сторону я провязала. В конце у меня осталось 2 столбика недовязанных, я их довязывать не буду. Сразу же делаю накид и перехожу на длинную сторону, делаю 2 столбика по порядку, которые у нас были в начале противоположной длинной стороны. Так, 1, тут 2 столбика пропущены. Так, подождите, я что-то как-то этот один только пропустила. Сейчас я немножко распущу. Вот, в общем, 2 столбика, 1, 2. Будьте внимательны, пропустите. И следующий вяжем первый столбик с одним накидом, который у нас был на противоположной стороне в начале. И второй, следующий столбик, тоже столбик с накидом. Далее делаю 2 воздушные петли. Так, накид, 1, 2 столбика пропускаем, в третий вяжем галочку. В общем, аналогично, как на противоположной стороне длинной, узор будет здесь таким же. В общем, столбик с накидом, воздушная, сюда же столбик с накидом,
Так, 2 воздушных. И так дальше до конца ряда. В конце ряда, вернее, в конце этой стороны у нас должно получиться 2 воздушные петли. Внизу пропускаем 2 столбика и 2 столбика по порядку. Как мы вязали на противоположной стороне. И потом короткую сторону довязываем, как я показывала вот здесь. Все точно так же. В общем, здесь у нас по 4 сторонам должно получиться в каждом уголке по 2 столбика с одним накидом. Здесь по длинным сторонам идет узор 2 воздушные петли, галочка. А здесь по коротким сторонам узор, галочка без воздушных петель между ними, пропускаем внизу 2 столбика. Все, пока заканчиваем вот так вот этот круговой ряд. Все, я завершила вязание этого ряда. Причем обратите внимание, количество элементов на этой стороне должно совпадать с количеством элементов на противоположной стороне. То же самое относится к узким сторонам. Вот, теперь я буду вязать по рисунку. Единственное, что я буду менять направление вязания. То есть я буду вязать сейчас изнаночным рядом, а следующий ряд буду вязать лицевым рядом. И так я буду поворачивать каждый раз, чтобы у меня не было видно перекоса. В общем, здесь вот, где у меня соединяются элементы в конце ряда. 2 воздушные петли подъема. Этот столбик я вяжу пока здесь один, потому что этот я буду довязывать в конце ряда, поскольку у меня здесь изнаночный ряд. Дальше, вот где галочки, я под галочку буду вязать также точно галочку, столбик с накидом воздушная, сюда же столбик с накидом. Следующий элемент то же самое, столбик с накидом, воздушная, столбик с накидом. В общем, вяжем по рисунку. На узкой стороне вот так в эти галочки я точно так же буду вязать. На широкой стороне я точно так же буду вязать 2 столбика вот эти, которые у нас идут в каждом уголке. Потом 2 воздушные в арку я свяжу элемент галочка, 2 воздушные вот сюда в галочку, снова эту галочку. И я так буду вязать на необходимую длину, высоту моей сумочки, корзиночки, меняя каждый раз направление вязания в ряду лицевым изнаночным рядом. В общем, все, набираем высоту и встречаемся на обвязке и ручках. Все, я набрала высоту своей сумочки, она у меня составила 19 рядов, не считая вот этот плотный ряд, который мы вязали в самом начале. Теперь я буду вязать ручки. Хотя, в принципе, здесь можно сделать ручки абсолютно любые, и не обязательно вязаные. Можно деревянные, можно из бусин, можно из веревки, можно из стропы. В общем, какие угодно, это уже не важно. Но я покажу вариант вязаный, потому что мне так просто удобно. И других, в принципе, я здесь не вижу, потому что эта сумка будет использоваться под такие тяжелые достаточно вещи. Вот. Что еще не сказала? Я еще здесь, кстати, меняла цвета пряжи, как вы заметили. Потому что у меня одной пряжи не хватает. В общем, как делаем ручки? Вот здесь у нас есть вот эти дорожки из 2 столбиков, вот они видны. Вот здесь этот столбик и вот здесь. И отступаем одинаковое количество вот этих раппортов узора. У меня здесь с этой стороны 4 и с этой стороны 4 я провязывала столбиками с накидом, а дальше я уже делала непосредственно ручку. Вот, просто столбики с накидом я вязала следующим образом. Где арочка из 2 воздушных петель, я вязала 1 столбик с накидом. В каждый столбик предыдущего ряда столбик. Один, так вот в эту воздушную петлю я вязала 1 столбик. И в столбик, как я уже сказала, я вязала столбик. В общем, вот так вот я провязала.
до того момента, когда мне нужно делать ручки. Тут я уже лишнего связала. Вот, и начинаю в 5-й элемент, вот в этот вот 5-й элемент раппорта узора. Вот здесь у меня 1, 2, 3, 4 я провязала. Вот в эту 5-ю галочку я провязала столбик в серединку. И отсюда начинаю набирать воздушные петли. 1, 2, 3, 4, 5. В общем, у меня 50 петель я набрала. Отсчитываю здесь 4 с этой стороны. То есть вот сюда я должна вколоться, когда у меня 50 петелек будет набрано. И сделать сюда же также вот столбик с одним накидом, и я продолжу вязание дальше до конца этого ряда. На другой стороне ручки я делаю аналогично, поэтому очень важно и очень нужно, чтобы у нас количество раппортов на противоположных сторонах совпадало. Ну все, в общем, я довязываю, потом подключусь еще раз. Я провязала уже ручку. Это нужно делать уже во 2-м ряду. И когда мы вяжем 2-й ряд столбиков с одним накидом, вот, и в этом же ряду одновременно мы начинаем обвязывать ручку. Вот. В общем, я подошла к тому месту, где заканчиваются столбики с накидом и начинается ручка. Высота столбика равна 2 воздушным петелькам, поэтому я их пропускаю. И в 3-ю воздушную петельку вкалываюсь крючком, делаю соединительную петлю. Дальше 2 воздушные петли подъема, накид на крючок, в это же место вкалываюсь и делаю еще 2 столбика с одним накидом. 1 и 2. Все в это же место. Накид, нет, вернее, здесь накид не нужно делать. Так, 2 воздушные я пропускаю, в 3-ю я вкалываюсь и делаю снова соединительную петельку. 2 воздушные петли, накид, и в это же место делаю еще 2 столбика с одним накидом. 1 и 2. Снова 2 воздушные пропускаю, в 3-ю вкалываюсь и делаю соединительную петлю. И так я вяжу всю ручку до конца. Вот так она должна получиться. Такие ракушки. У меня здесь получилось на этой ручке 15 ракушек. На этой, соответственно, должно быть то же самое, потому что ручки обе одинаковые. Так, все, я закончила обвязывать эту ручку. Тоже 15 у меня здесь ракушек. Вот осталось 2 петельки. Здесь я сейчас свяжу столбик с накидом. Вот сюда в столбик предыдущего ряда накид, и сюда вот столбик предыдущего ряда я свяжу столбик с одним накидом. И дальше я продолжаю вязать столбики с накидом до конца ряда. Аналогично ручку выполняем на противоположной стороне. Вот. И получается, что все. Вот здесь вот у меня нет обвязки, но вы можете сначала обвязать полностью весь ряд круговой столбиками с одним накидом. Только со 2-го ряда начать делать уже петлю для ручки, а в 3-м ряду ее обвязать. Поскольку у меня здесь мало пряжи, я поэтому здесь это место пропустила. Ну, в принципе, я, может быть, еще здесь свяжу оранжевый клапан, а может быть, даже и не буду, не знаю. В общем, как получится, подумаю. И, в принципе, так-то в основном это все. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным. Всем огромное спасибо за внимание. До новых встреч на моем канале. С вами была Елена.